мне кажется, в этом году постарался и удивил всех, потому что мы как раз обсуждали, что это один из немногих разов, когда они сделали апдейты раньше, чем от них ожидали. То есть иногда они говорят, мы планируем выпустить там в этом году, а выпускают там с полугодичным опозданием и так далее. А в этот раз никто не ожидал, что они так быстро сделают последний релиз на Сиале. То есть это уже озвучено, final релиз на Сиале, уже следующий, который Autumn Update 19 выйдет без Сиала вообще. Ну и сейчас. По Windows клиенту там же отдельная ситуация и история. Поправь меня, если я ошибаюсь, но сейчас я дойду до этого. То есть смотрите, что у нас есть. У нас есть в этом релизе тут вот эта полосочка, это от старого roadmap. Да. То есть у нас еще был nav, да, получается. И сейчас nav все пропал, остался только BC и в будущем единый кодбейс, но и опять же у нас до сих пор есть CLAL, а остается потом только AL. Так, и кратко по функциям, которые они озвучили, ну, Productivity Enhancements, мне кажется, это, наверное, очень важно практически для всех наших клиентов. И обратите внимание, что они говорят, что постарались для всех, и для юзеров, и для администраторов, и для девелоперов. Я не знаю, что такое self-help. Имеется в виду, что документацию они больше обновляют. И... Ну, документацию они сделали окошко, в котором как бы, пользователь может зайти, например, в Help, и там будет куча ссылочек, которые ему показывают, куда идти. В том числе, например, там есть кнопка «Восстановить последний код ошибки». И ты можешь проинструктировать всех пользователей, чтобы они просто скриншотили этот кусочек, отправляли разработчику. Помните, да, раньше мы говорили всегда пользователям, если вылетела ошибка, сделайте скриншот и пришлите нам. Сейчас даже если он нажал ОК, то потом можно зайти в специальную область и посмотреть last error. Или лог. Не last. То пользователь только last, а если ты в облаке, то лог доступен. Причем там есть API. Если пользователь реально в облаке, то мы можем для каждого эррора, который попадает в лог, вызывать Mantis и генерить тикет. Представляете? Не вел настройку. А тикет капнул и денежка выставилась. Ну, условно, понятно, просто есть API, который может помогает автоматизировать даже, допустим, ну, я имею в виду не обязательно Mantis, можно в DevOps, да, грубо говоря, генерить, скорее всего. Если, ну, опять же, это мы с точки зрения партнера рассуждаем, а с точки зрения клиента, подумайте тоже, если у них свой helpdesk есть, теоретически они могут такую штуку сделать, и тогда, грубо говоря, в IT-саппорт автоматически генерятся тикеты на все нештатные ситуации, которые произошли. А для IT-саппорта внутреннего не хватает настройки, это такой же error, потому что, скорее всего, им же его исправлять. Понятно, да? Мне нравится идея. В саппорте там еще одна из фич, это в онлайн бизнес-централе есть возможность указать свой адрес для поддержки. То есть пользователь работает в Microsoft бизнес-централе, но поддержка их направляет на наш Mantis. Угу. Так, performance, reliability, scalability. Ну, ролевые центры faster, по-моему, тоже достаточно важно, особенно то, что на ролевых центрах у тебя обычно собрано много-много всего. Даже на наш, посмотрите, собственно, да? Куча иконок, куча KPI. Rapid Start обещают, что стал, насколько я понимаю, просто быстрее, да? Я дальше рассказываю, там большой блок про performance. Они теперь загрузку параллелят несколько потоков, сами регулируют, CFN-тестик. следят за загрузкой процессора, регулируют, сколько еще можно потоков в бэкграунде создать. Окей. Значит, ну, телеметрия это то, что я говорил, но я думаю, Сережа, ты сюда вернешься, хорошо? Я сейчас ничего не буду по телеметрии говорить. Сертификация. Для нас на самом деле мега важно. Вы, наверное, редко об этом задумываетесь, но практически каждый крупный тендер, в который мы входим, ISO 27001 и другие стандарты, они требуются сейчас максимально ото всех. И сам факт наличия этих сертификатов, конечно, нам открывает значительно больше возможностей. То есть Microsoft получил все, что только можно получить.
Так, сюда мы, может быть, вернемся, но давайте сейчас снова дальше поговорим о roadmap. То есть, как уже сказал, productivity enhancement для юзеров, администраторов, девелоперов и вот этот self-help support. И что у нас в планах на будущие года? Видите, да, они сейчас плюс-минус заявляют про ближайшие 3 года. Практически на всех слайдах они говорят 19, 20, 21, плюс-минус, плюс-минус. И у нас остается, как всегда, постоянный процесс, это улучшение эффективности, ну и улучшение функциональности, они все вкладывают туда, в proficiency improvements. В 2019 году останется уже только Modern Client, и это как раз обновление, которое мы озвучили Autumn 19. Если я правильно помню и запомнил, они сказали дословно следующее. В 19 апреля у нас с вами есть Modern Client и Windows Client, и у вас все еще есть CL и AL. В Autumn 19 у вас останется только AL, будет поддерживаться Modern Client, и все еще будет поддерживаться последняя версия Windows Client, но это будет последняя версия, где он будет работать. Ну, а Windows больше, я так Или это все-таки April версия. Вот, не, в April, да, а в осени будет только Modern Client. И тот даже запускаться не будет. Да. То есть при попытке подключиться он будет говорить error, все, он имеет Просто противовес. они хотят выпилить полностью стек из сервера работы с тем. Да. Поэтому прямо сейчас по факту нужно всем клиентам говорить, что отступать уже некуда, сзади родина, столица, и всех пользователей переводить максимально уже сейчас либо на веб-интерфейс, либо на Modern Client. И самим переходить. Я, если честно, пользуюсь только Windows Client. А для пользователей есть какая-то разница между Modern и Windows? Ну, визуально. Визуально они в том-то дело одинаковые. Не-не-не-не. Веб-клиент. Modern это веб-клиент. Но это приложение. Universal Application. Приложение, но есть, да, которое в App Store Windows, но оно работает все равно через Как браузер. как браузер. Но оно же всегда имеет меньшие возможности, да, Да. чем Windows. Вот. Да? Поэтому они уже второй год А работают. зачем вам эти возможности? Они все время добавляют возможности. Удобно. Ну да. Но они постепенно, они же, помните, осенью фурор какой был, когда F8 вернули? Удобно. Ну, если бы они еще табуляцию добавили, А что, нету? не работает переходный поля табуляцию. Оно должен работать. Это же браузер. Ctrl-Delete, мне кажется, не Ctrl-Delete не работает. работает. Невозможно скачать. Но у тебя же мышка есть. Я думаю, что они это делают специально, потому что это слишком опасная для пользователя нудная операция, поэтому ее специально не наносят на А как посмотреть все поля? шаг левую. Они очень много добавили в этой версии, чего не хватало в Windows 10. А в следующей добавят еще. И обещают, что почти-почти. Почти Да. то же самое будет. Они говорят, что мы хотим сделать так, мы уже сделали так, что вы не хотите пользоваться сами Windows клиентом, вы хотите пользоваться веб-клиентом. Поэтому никто не будет плакать, когда он уйдет, потому что никто им так не пользуется. Да. VS Code, AL Improvements. Ну, над AL идет очень много работы. Над AL и над экстеншенами в целом. Сейчас тоже это будет, да? Или мало? Ну, они не так много пока сейчас. И сейчас, когда будет речь о локализациях идти, я вернусь к этому вопросу. Потому что они как раз на локализациях больше всего, собственно, и рассказали, что будет происходить с AL и с экстеншенами. Соответственно, видите, у нас 19 год CL to AL conversion. И еще раз это мы увидим с вами условно 30 октября. Версия, которая выйдет 30 октября, вся уже будет. На самом деле, бета в докерах уже лежит, да? И она уже полностью на AL. Да, я развернул, и если будет время, я покажу. Да. Так, и соответственно у нас с вами VS Code плюс AL only, все. Ну и видите, да, CDS, раньше он был на слайдах, но если присмотреться к слайду сейчас, то наконец-то они сказали, что мы им не занимаемся, и пока то, что он был раньше на слайдах, не важно, вот с 2020 начнем заниматься, видите, да?
Его нет на 2019 году. И по факту, если посмотреть, по CDS ничего не появляется на текущий момент. Common Data Services. CDM, Common Data Model, о котором они очень долго уже рассказывают, что все Dynamics переходят на CDM. Но если в CRM и в Exapte реально что-то появлялось, то в Navi вообще ничего не появлялось. То есть, грубо говоря, они сейчас хотят сказать, что мы организовали CDM Common Data Model для всех основных справочников. Например, Customer Card. И они сделали маппинг полей Customer Card между Nav, Axe, CRM, Outlook и все остальные Microsoft приложения. То есть, грубо говоря, они хотят сказать, что если у тебя есть Outlook и если у тебя есть Nav, то между ними карточка клиента будет автоматом синхронизироваться, потому что Common Data Model. Понятно? Sounds like fantastic, yes? Ну, какие-то работы уже сделаны. Какие? Ну, вот API, который опубликован, Так он же только появился. он уже Это давно- подготовка к нему, уже мне две кажется. версии, а об этом с этим релизом API перешел из беты в версию 1. Да, Вот. И фактически этот API это и есть инструмент для интеграции с CDS. абсолютно верно. Но это у Сережи будет один слайд на эту тему. Но, опять же, смотря на этот слайд, я для себя делаю следующий вывод, что мы готовимся к CDS, но начнем плотно им заниматься с 2020 года. Это для нас очень круто. CDS нам, конечно же, очень сильно нужен. Так. Итого, еще раз подытожить. Сейчас есть Windows клиент, среда разработки C-Site и язык программирования CL, а с октября останется только Modern клиент и только VS Code и AL. И в следующем релизе, соответственно, мы ожидаем снова Proficiency Improvements. Еще раз забьем один гвоздик в крышку гроба, только Modern клиент, только VS Code AL. Service Fundamentals. Я не помню, о чем речь. Ну, они довольно много сейчас инвестируют в серверную часть, после продолжат это делать. То есть я там буду- окей, это для у облака. меня будет Это для облака. по перформансу. Мгм. Не, это не только для облака, это влияет на... Ну, понятно, что это делать для облака, но влияет на on-premise. У Мгм. меня будет большой блок про перформанс, и там будет про серверную часть. Да. Reduce ISV friction. Вот вокруг этой темы очень много разговоров. Особенно тяжело тем, у кого собственные решения на базе платформы Navision были. И все эти решения можно было исключительно портировать со старого кода на экстеншн. Помните, да? Шел длительный разговор. Потом в какой-то момент, если вы помните, мы тоже об этом говорили, возникла такая идея, что сейчас подождите еще чуть-чуть, и нам разрешат все-таки портировать старый код. Помните, нет? Ну, появилась такая надежда, затеплилась. Ну, либо кто-то кого-то неправильно понял. А тем, кто участвует в ISV Embed программах, конкретно 4PS и LS Retail, им даже в какой-то момент сказали, все, можете свои решения нести в облако, делаем white label, делаем вам отдельный инстанс, вы туда публикуете CL, а сверху дорабатываем экстеншенами. Но базовый код можно публиковать в CL. Но этого так и не произошло. При этом всех ISV-шников заставили потихоньку нести код на экстеншены. Но для крупных ISV решений это, к сожалению, задача практически невыполнимая. Что сделал LS, вы видели? Кто-то видел, что сделал LS по бизнес-централу? Они опубликовали решение, которое называется LS Express. Не обращали внимания? Короче, грубо говоря, мини-упрощенное решение. Мини-POS, мини-функции, ничего такого вообще. Ну и, как некоторые, кто его смотрел внимательно, говорили, оно и еще и не рабочее, ко всему прочему. Это то, что приложение было раньше на Android? Нет, это именно экстеншн для бизнес-централа. Конечно, бизнес-централ. Ну, там Ну, очень это базовый функционал. такой же базовый, как Практически работает ничего нет. в аппликации. Я так понимаю, они разработали новое приложение на экстеншенах просто. Они не несли туда какой-то код. Там совсем базово, и мне кажется, больше как для демонстрации. Абсолютно верно. Продемонстрировать, что на экстеншенах что-то можно сделать. Да. Но оно же еще вышло на экстеншенах 1.0, потом они его еще допиляли на экстеншенах 2.0, но оно вышло еще на первой версии экстеншенов, если я правильно помню. Короче,
Э, Так как LS входит в перечень основных разработчиков, они в топ, там, грубо говоря, 10 ISV Embed в программе, то, естественно, им пришлось это делать. То же самое сделал VeriPark. Однако есть еще 500 других ISV разработчиков, которые смотрят реалистично на возможность взять и код подвинуть, и они очень четенько говорят: парни, сори, но пока что это невозможно, потому что экстеншены не позволяют делать всего того же, что позволял делать нам код, и даже те же изменения там в постинге или еще где-то, их перенести совсем никак нельзя, правильно? Так звучит? Близко. Короче, Microsoft очень много на эту тему думает и говорит, и основная их задача, которую они озвучивают: окей, понимаем, нам надо упростить всю вот эту сложность переноса вашего решения с CIAL на AL, и вот это вот все они вкладывают в понятие reduce friction, да? Уменьшить трение, уменьшить спор и проблему вокруг переноса существующих ISV решений на новую платформу. И как итог, это же касается и локализаций, по факту они сказали дословно следующее. Старый код CIAL перенести на новую платформу не будет возможно никогда. Потому что мы сами от него отказываемся. Раз мы сами перенесли все на AL, значит и вы все сможете перенести на AL. И выпустили в том числе инструмент, который конвертит код. Видели, да? И таким образом не оставили никому никаких возможностей, сказали: все переходим на AL. Но опять же, это все будет работать еще до сих пор только на on-premise, потому что все, что двинуто на AL, все еще не экстеншены, правильно, Сергей? Оно все еще изменение кодбейза. Вот. И, соответственно, как только им задали вопрос: хорошо, а как нам быть с облаком, они сказали: ждать, пока мы доработаем экстеншн. И было озвучено, что общая политика Microsoft такова, что мы гарантируем вам, что рано или поздно, ну скорее поздно, но вы на экстеншенах сможете сделать все то же самое, что вы могли бы сделать изменением кода. Понятно? Ну, с точки зрения функциональности. Не может быть не тем методом, но с точки зрения возможностей можно будет все изменить. То есть все идет к этому. Ну, а по поводу migration тулов, Ничего не только не говорит ничего. ну мы их ждем, уже в октябре. То есть это речь идет и о migration тулах из CIAL в AL, и о migration тулах из on-premise в область. Угу. Так, что мы ожидаем от модуль клиента? Ну, все-таки все уже озвучили. April last release Windows клиента. Autumn все, уже retired. Windows клиент, только остается Modern клиент. Однако они нам первым пунктом обещают, что подумают над тем, чтобы user productivity от этого не пострадал. Ну, собственно, здесь только озвучено, подытожено то, что мы с вами только что обсудили, да? Вот третий пункт в последнем блоке, вторая строчка снизу, видите, да? То есть экстеншены и source code modification AL доступны on-prem. AL modification онлайн недоступны, не будут доступны. Однако, Оставят on-premise, не будут, да, все в облаках. это путь. Это пусть. Но в Autumn версии невозможно будет модифицировать AL код клауда. Да, но все равно стремление к тому, чтобы отказаться от on-premise storage. Нет. Нет? Оно не озвучивается словами. Нет. Но все идет в эту сторону. То есть то, что они впервые озвучили на конференции, это последняя строчка. О том, что Видишь? Мгм. Собственно, эта строчка на все и намекает. On-premise останется пока Не тронуто, пока. в ближайшие там 5 не буду. Мы этот вопрос напрямую задали на Ask the Experts. Есть там такая сессия, помните, да? Ну, MVP-шники. Они, естественно, не могут раскрывать NDA ничего, но по улыбкам на лице можно сделать какие-то выводы. Я задал вопрос по поводу, собственно, могут ли они говорить что-то о сроках. Нет, конечно, не можем. Будет зависеть от скорости разработки. Через фразу звучит то, что у них ограничен ресурс у Microsoft. Через фразу. И поэтому, собственно, скорость доработок, она страдает. По поводу того,
когда может произойти то, что on-premises will follow cloud rules, а в эту фразу вложено то, что среда разработки и возможности разработки для клауда и для on-prem станут одинаковыми. Правильно? Прямой вопрос такой, на него отвечается да, someday, possibly. То есть прямого ответа нет. Но эта фраза, в принципе, говорит о многом. И мое мнение таково, что от 5 до 10 лет от сейчас они вряд ли это смогут изменить. Однако, с чего мы начали сегодняшнюю нашу с вами встречу, тот факт, что переход от Сиала к Аэлу они сделали даже быстрее, чем от них ожидалось, да, фактически может означать, что и этот пункт последний наступит быстрее, чем за 5 лет. Когда мы задали вопрос про 5 лет конкретно, никто на него не ответил. Но что делается на кухне, мы не знаем. Что происходит с локализациями? На первой картинке вот эта штучка, да? Нарисована текущая структура инстанса, к которому применена локализация в том виде, как это выглядит сейчас. И если вы присмотритесь, вы узнаете и структуру в том виде, в котором это выглядит в on-преме. То есть по факту сейчас облако повторяет структуру локализации в on-преме с единственным большим ограничением — одна локализация на инстанс. Если в локале в on-преме мы с вами можем, в принципе, через пейн-колоду, но объединить несколько локализаций в одну путем изменения кода, то в клауде этого сделать невозможно. То есть в клауде у нас остается, если нам нужно несколько локализаций для одного клиента, мы должны генерить несколько инстансов, и юзеры между ними не шерятся. Юзерам надо покупать для каждого инстанса, что существенно удорожает инсталляцию. И выход, конечно, только один — разворачивать on-prem в ажуре, если клиенту нужен конкретно клауд. Понятно, нет? Или запутали? Ну, будем считать, что понятно. Итого, у нас с вами есть, например, на примере UK, они показывают, есть версия W1, сверху на этой версии есть локализация, и локализация — это вот такая некая прослойка. Итого мы получаем готовый инстанс, или это то, что мы с вами скачиваем в виде локализованной базы для конкретной страны сейчас для on-prem, да? У нас с вами есть порядка скольки там, 19 или 18 баз, да? UK, Швейцария, в которой 3 сразу, но код объединен, помните, да? Италия, Мексика, по-моему, была, по-моему, сейчас этим отказались, и так далее. Ну и базовая СНГшная, которая RU, на которой мы базируемся в том числе. А сверху добавляется функциональность, которую разработает либо партнер, либо сам Microsoft, которая уже инсталируется в виде аппликейшенов. Так вот, в этой структуре, которая есть сейчас, и фактически, еще раз повторюсь, она повторяет on-prem, вы можете выпилить application, но вы не можете выпилить часть локализации. Понятно? Технически мы можем выпилить часть локализации? Да, но затраты на это сумасшедшие. Проще отключить какой-то кусочек, да? Но убрать кусок локализации — это крайне сложно. И смотрите, к чему мы идем. Видите, да? Они говорят, что Localization App переходит на уровень всей функциональности, как, например, в примере с UK, вот этот Making Text Digital. Видите, он там изображен на втором слайдике тоже, на второй картинке. И они говорят, что теперь Local Fixture или вот этот application — это фактически один уровень, и таким образом локализация становится application. На текущий момент в нашем регионе CE 3 локализации уже зарегистрированы. Это Сербия, это Эстония и это Польша. Однако у Microsoft не хватает ресурса, поэтому все остальные локализации приостановлены, и до октября новые локализации не рассматриваются. Это 3 партнерских локализации. Почему это происходит? В том числе потому, что они продолжают допиливать эту архитектуру с тем, чтобы прийти уже к вот... Ну, это они показывают, если Microsoft локализовал, а дополнительно есть еще country, которые локализованы партнером, и
туда точно так публикуются localization эпы, причем translation это отдельный localization app. Translation не может быть частью другого эпа. Они предлагают translation публиковать как один application, а потом локализацию как второй application. Причем, так как для многих стран локализация очень большая, они предлагают ее дробить на куски. Ну, этой дорогой мы с вами пошли, да? Мы сделали видите? Правильно, Влад, да? Как отдельный application, по факту. А потом, например, остальную функциональность тоже как отдельный application. И в продолжении этого возник абсолютно логичный вопрос. Причем, обратите внимание, да, очень важный момент, практически самый важный. На первой картинке вы видите W1 плюс country код, видите? А на второй и третьей country код пропал. Что это означает? Что мы теоретически можем взять несколько localization эпов и поставить на одну базу. Был задан прямой вопрос на локализационной сессии. Правда? Уже можем? Сказали, ну еще нет, но мы туда идем. Там же написано future, что вы пристали? Но вся архитектура сейчас строится так, чтобы мы могли на один инстанс, на одну базу поставить несколько localization эпов. Понятно? Но эти все интеграции должны обеспечивать, чтобы они друг другу не мешали. Ну, естественно. Ничего. Ну, естественно. Так это же extension. Не знаю, если могут разрешать как экстеншены, они не Порядок выполнения. Не, ну они могут друг друга, например, они могут делать проводки, которые на уровне репортинга друг другу перечат. Ну, понимаешь? И это тоже плохой вариант. Но все они будут в open source, поэтому можно будет посмотреть и исправить. Ну, майкрософтовские в open source. Да. А партнер вряд ли. Ну, да. Партнерам предлагают, но Партнерам, да, кстати, предложено. Выкладывайте туда же, куда и мы, на гитик. Вложите код, чтобы все могли его читать. Так, ну и для того, чтобы эта стратегия работала, они идут по пути, по максимуму всех полезных фич, которые сейчас есть в разных локализациях от самого Microsoft. Сейчас фактически команда в Копенгагене сидит и думает только над одной задачей. Присылайте нам, что вы считаете, мы должны из локальных версий забрать в W1. Понятно? То есть мы делаем enrich W1. Ну вот, собственно, второй пункт. Bring local features to W1, сконсолидировать все там и убрать, то есть перенести из local version в W1. А остаток все кинуть в экстеншены, которые будут апами, которые вы уже по собственному желанию ставите или не ставите. Ну и оптимизировать для расширения. Ну и вот, собственно, как они... дело в том, что на текущий момент Dynamics 365 BC ограничен ровно так же, как и все остальные Dynamics 365. С точки зрения структуры клиентского тенанта нам запрещено в один тенант размещать несколько разных инстансов одного и того же application. То есть в одном тенанте может быть один CRM, в одном тенанте может быть один Navision, ну BC в данном случае. А один BC в нашем случае это одна локализация сейчас. Понимаете, да? И в структуре он-према это одна база, несколько компаний. Но инстанс это и есть компания, это не база. Таким образом, им нужно как-то это побороть. Чтобы для того, чтобы работало несколько инстансов, видите, да, разные базы. Они сейчас пытаются изменить это правило. И это сделано, как эта штука называется, где сэндбоксы, продакшены. Вот это Cloud Environments. То есть это в настройках бизнес-централа знаю, что партнерская админка. и клиентская админка. Клиент точно такую видит. А у тебя есть слайды? Менеджмент портал, по-моему. Да, что-то такое. Короче, они показывали там раньше, там был production, sandbox, помните? Вот сейчас они сказали, может быть несколько продакшн. То есть по факту у вас может быть несколько компаний, вы получаете фактически такую же функциональность. Одна база а-ля, но в ней будет несколько компаний. И тогда мы решаем проблему, что юзеры не шерятся между компаниями. Помните, я сказал, что сейчас это технически можно сделать, но нужно сделать несколько клиентских тенантов, это будут разные инвойсы. А они говорят, что окей, мы объединяем, даем такую возможность, у вас может быть несколько продакшенов в одном бизнес-централ менеджмент портале, и тогда
юзеры, грубо говоря, шерятся. То есть ты купил 10 юзеров, и они просто переключаются. Сейчас я в Англию, сейчас я в Италию, сейчас я во Францию. Понятно? Повторяется, в общем-то, текущая он-премовская структура. Ну и это, собственно, нарисовано. Видите, да? Майкрософтовская Дания, майкрософтовские Штаты и партнерская там Сингапур. Видно, да? В одном тенанте. Вот это ключевой момент. Где тут мой палец? Вот. myorganization.onmicrosoft.com. Вот это называется tenant. То есть один адрес. Потому что сейчас это невозможно. Сейчас надо было бы сделать Smart 1, Smart 2, Smart 3 и так далее. Непонятно, да, вам в чем суть проблемы? Или понятно? Ну, с точки разработки вы ее не видите вообще, а с точки зрения поддержки и биллинга это очень большая проблема. Так. Я только что распинался про easy user management. Это первый пункт, если что, на слайде. Compliant data residency, ну, мне тяжело понять. Ну, Ты понимаешь, что они ты можешь, получается, сказать, в каком дата-центре хранить конкретный Не продакшн. то, что оно все в одном тенанте, но Да. они должны хранить это в разных географических дата-центрах. Да, потому что, тут как раз, видишь, классно привели самые 3 странные страны. Дания требует, все данные финансовые должны находиться на территории Дании. ЮС требует того же в рамках антитеррористических законов. И Сингапур, наверное, один из самых таких жестких в плане азиатского региона, тоже, который требует очень много по отношению к своим финансовым данным.